примерно как-то так. Видеороликов на моем канале не было на протяжении нескольких месяцев. Это я могу объяснить тем, что я отдыхал в солнечном Лос-Анджелесе. Ну а потом мой отдых благополучно окончился. Короче, пацаны, я рот бил, соответственно. Короче, ребята, до скорых встреч. За мое время отдыха на Сан-Тропе Роллплей произошли какие-то изменения с онлайном. Мне бы хотелось выразить свое мнение касательно того, почему упал онлайн на проекте. Предположительно, что с ним будет и тому подобное. В этом видеоролике имеется мое личное мнение, и оно может не совпадать с вашим. Я желаю вам приятного просмотра. И первая причина – Сан-Троп Роллплей был заброшен высшим руководством, а также появление КРМП проекта Барвиха Роллплей. Еще на момент рассвета Сан-Тропе Роллплей руководство огласило новость о том, что создается новый КРМП проект под названием Барвиха Роллплей. Некоторые могут помнить это событие по конфликтному вопросу, какой же проект открылся раньше – Барвиха или Black Russia. Значимую часть администраторов и разработчиков переводили на Барвиху, соответственно усилия для Сан-Тропа остановились меньше, чем на Барвихе. А уже чуть позже все усилия разработчиков и руководства ушли полноценно на развитие Барвихи, что даже сейчас в итоге оказалось провальным из-за потери онлайна и на Барвихе, и на Сан-Тропе. Расскажу об одной ситуации. Когда я в последний раз занимал пост администратора на 6-м сервере Сан-Троп Роллплей, один из моих друзей написал создателю проекта, то есть Дохе в Телеграме. По разговору Доха сказал великие вещи. Если я создатель, это не значит, что я должен заниматься им, ведь у него уже есть свое сформированное руководство. Пусть Сан-Троп благодарит и радуется тому, что не получает обновление от Барвихи бесплатно, ведь проект не может позволить это себе даже на платной основе. Но и Сан-Троп существует только для своих ребят. И вторая причина – потеря интереса со временем, обстоятельства в жизни. Когда мы были в возрасте 12-14 лет, нам было очень интересно проводить время в игре. Мы бегали, общались и знакомились с другими, зарабатывали первые миллионы, покупали дома в элитных районах, занимали посты, о которых когда-то давно мечтали. А теперь игроки выросли и не имеют интереса добиваться этого повторно. Лично я начал заходить на игровые сервера только чтобы отснять какой-то материал для вас, и на этом все. Некоторые интересы связаны с тем, что люди уже добились этого и не хотят добиваться этого повторно. Ну а зачем? Ведь это уже у меня когда-то было. И третья причина – отсутствие обновлений на проекте. Все системы и возможности, которые имеются уже на протяжении нескольких лет, уже приелись, и хочется чего-нибудь новенького, но, к сожалению, мы этого больше не получим. На проекте бывают микрообновления, где добавляют новые аксессуары, скины, автомобили, может какое-нибудь исправление и маленькое бесполезное нововведение. И на этом список обновления заканчивается. Развивать организации, ролевой функционал и много чего прочего – это уже не по-нашему. Четвертая причина – отсутствие рекламы и пустая карта. Давайте представим ситуацию, что я игрок, который хочет взаимодействовать с другими игроками в рамках роллплей, но не может позволить этого, поскольку я езжу по пустой карте и вижу одного игрока раз в несколько минут. Некоторым игрокам также неинтересно бегать по пустой карте. Соответственно, понимая, что эта ситуация на всех серверах проекта, покидают его и уходят на более массовый проект. На проекте отсутствует реклама, что в итоге сказывается на отсутствии нового комьюнити. И кроме того, игроки покидают проект из-за того, что другие игроки его покидают. На Сан-Тропе Роллплей я не являюсь YouTube-партнером, и даже несмотря на это, я размышляю, что заснять для аудитории, чтобы им было интересно смотреть это. К сожалению, контент по проекту попросту теряет актуальность. Люди смотрят исключительно копты и казино. Некоторые ютуберы вместо попытки развивать разнообразие уходят в массу. Я ничего против не имею, в какой-то части даже уже сам так поступаю. Таким образом, создание контента по Сан-Тропу в плане идейности ограничено. В комментариях вы можете написать свою краткую историю начала игры на этом проекте. Если вы ушли с проекта, то напишите, что послужило вашему решению и при каких условиях вы бы вернулись играть сюда повторно. Отойдя от сути видеоролика, мне бы хотелось запустить конкурс на 1,5 миллиона каждому на 5 игроков на первом сервере Сан-Тропе Роллплей. Конкурс будет проходить в моем телеграм-канале. Все условия и итоги также будут там. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании. Спасибо за ваш просмотр. Я думаю, что уже совсем скоро выйдет мой новый видеоролик. Спасибо вам, до скорых встреч.